Привет, друзья! Евгения Медведева – российская фигуристка, которую с момента первых выходов на лед международных соревнований стали считать законодательницей мод. Она, как писали СМИ, изменила восприятие женского одиночного катания в закостенелом сознании судей, которые не видели за накатываемыми годами элементами личности спортсменов. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и запустите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живет Евгения Медведева и сколько она зарабатывает. Евгения родилась в Москве 19 ноября 1999 года. Отец Арман Бабасян – художник-предприниматель из Армении. Мать Жанна Медведева – бывшая фигуристка. Из-за травмы завершила спортивную карьеру раньше времени, хотя уже успела стать призером чемпионата Москвы. Познакомились родители девочки, будучи сотрудниками Союзмультфильма. Жанна работала ассистентом режиссера, а Арман устроился ассистентом художника. В семье Женя была единственным ребенком. Родители не сумели сохранить брак, но остались в дружеских отношениях. Фамилия Медведева досталась Евгении от бабушки по материнской линии. Ее фигуристка сменила после того, как покинула первого тренера. Мама определила будущее дочери, когда привела трехлетнюю девочку в секцию фигурного катания. Судя по биографии фигуристки, привычного детства с куклами и играми с дворовыми ребятами у нее не было, но Жене никогда не хотелось оставить трудное занятие на катке. Первым тренером Евгении Медведевой стала Любовь Яковлева. Когда та ушла в декретный отпуск, юная фигуристка попала к Елене Селивановой. В 2007 году родители приняли решение о переводе дочери в группу Этери Тутберидзе. По словам Жени, в 8 лет она была еще сырой фигуристкой, и Этери Георгиевна приложила немало усилий, чтобы алмаз превратить в бриллиант. Упорство, помноженное на целеустремленность и трудолюбие Жени, вскоре принесло первые плоды. В 12 лет Евгения Медведева зачислена в сборную России. Уже через 2 года, в сезоне 2013-2014, девушка получила право участвовать в международных юниорских соревнованиях. Спортивный дебют Медведевой состоялся в Латвии, где она выступила на этапе Гран-при среди юниоров. Евгения завоевала первое место. На турнире в Польше девушка снова победила. Новые победы талантливой фигуристки не заставили себя долго ждать. Евгения Медведева приняла участие в чемпионате Российской Федерации в 2014 году. Юная спортсменка сумела занять 7-е место среди взрослых фигуристов и 4-е в группе юниоров. Март этого же года оказался более успешным. Он принес Жене серебро на Российском кубке по фигурному катанию во взрослой категории. Эта победа позволила девушке снова попробовать силы на международном уровне. Медведева участвует в юниорском чемпионате и получает бронзу. В сезоне 2014-2015 Евгению Медведеву опять ждет успех. Фигуристка выиграла 2 этапа Кубка Гран-при в Барселоне среди юниоров. В том же богатом на приятное событие 2015 году Женя завоевала 3-е место, а вот на юниорском первенстве девушка получила золото. Медведеву отправили на 2-й в ее спортивной карьере чемпионат мира среди юниоров в Таллин. И снова золото. Осень 2015 года ознаменовалась для фигуристки переходом во взрослое фигурное катание. Отличный результат Женя показала на открытом международном турнире в Словакии. А через несколько недель фигуристка блестяще выступает в американском Милуоки, пройдя испытания на прочность в первом взрослом соревновании в серии Гран-при. Здесь Евгения завоевала 1-е место. 2 февраля 2016 года фигуристка не смогла сдержать счастливых слез от переполнивших ее эмоций. На чемпионате Европы в Братиславе Женя выиграла 1-е место и взошла на пьедестал. На первенстве планеты Евгения Медведева также становится чемпионкой. На выступлении в Бостоне с произвольной программой девушка набрала рекордные 150,10 балла и оставила соперниц далеко позади себя. В том сезоне фигуристка выиграла все главные старты, включая финал Гран-при и чемпионат Европы. В апреле 2016 года Евгения Медведева получила звание мастера спорта, о чем в торжественной обстановке объявил министр спорта России Виталий Мутко. Тренеру Медведевой Этери Тутберидзе была вручена почетная грамота спортивного ведомства Российской Федерации. Начало 2017 года принесло Евгении
Евгении Медведевой новые призы: золотую медаль чемпионата Европы в Чехии, а также первое место на пьедестале чемпионата мира, прошедшего в Финляндии. Очередной победой фигуристка порадовала поклонников и тренерский состав в начале сентября 2017 года. Евгения выступала на мемориале Ондрия Непеллы в Братиславе, где набрала в короткой программе 80,00 балла, уступив собственному мировому рекорду несколько сотых. Однако на контрольном прокате в Сочи девушка допустила помарки в произвольной программе. Специалисты утверждали, что небольшой спад физической формы необходим перед решающим рывком на Олимпиаде 2018. В январе 2018 года Евгения Медведева, пережившая накануне соревнований травму, и Алина Загитова поспорили за первенство на чемпионате Европы в Москве. Допустив ошибку в короткой программе, Женя проиграла, а Загитова впервые стала чемпионкой Европы. 21 февраля 2018 года весь олимпийский Пхенчхан замер. Стартовали соревнования в личных первенствах девушек-фигуристок. После проката короткой программы Евгения Медведева побила свой же мировой рекорд, набрав 81,61 балла. Однако следом Алина Загитова, благодаря сложнейшей программе, побила рекорд Жени, набрав 82,92 балла. 23 февраля 2018 года состоялись соревнования в произвольной программе. Алина Загитова, благодаря тактике, оказалась сильнее. Прямо во время проката девушка из-за крохотной помарки отказалась от сложнейшего элемента, отодвинув его на несколько секунд позже. В итоге Алина блестяще справилась с танцем и стала олимпийской чемпионкой, набрав 239,57 балла. Евгения Медведева с результатом 238,26 балла, проиграв чуть более балла, оказалась второй. Стоит отметить, что выступления Жени были одними из самых красивых на соревнованиях. Впоследствии фигуристка призналась, что прониклась образом Анны Карениной, которая стала прототипом ее одноименного номера. Весной 2018 года Медведева стала соведущей Алексея Ягудина в шоу Первого канала «Ледниковый период. Дети». В начале апреля того же года она приняла решение сменить тренера. Фигуристка заявила, что ее решение связано с желанием использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне. В качестве нового наставника спортсменка выбрала канадца Брайана Орсера, руководствуясь примером Ким Йон А, которая победила на Олимпиаде в Ванкувере и в Сочи завоевала серебряную награду. По словам ее тренера Этери Тутберидзе, Женя не сообщила ей о своем решении лично. Тутберидзе узнала о переходе Медведевой к другому тренеру только из новостей в мае 2018 года. На вопрос о взаимоотношениях с Алиной Загитовой Евгения отвечать отказалась. Первым выступлением Евгении после переезда за океан стал турнир серии Challenger Autumn Classic International. В соревновании россиянка уступила только чемпионке Америки и бронзовому призеру Олимпийских игр в Корее в командных соревнованиях Брэди Теннелл. На контрольных прокатах сборной России перед началом сезона 2018-2019 Медведева продемонстрировала, чему научил ее новый наставник. У Евгении, по словам присутствующих экспертов, улучшилось скольжение. Фигуристка отточила исполнение прежде проблемного акселя, однако удлинила заход на прыжок. Некоторые старты трудно давались Жене, которая переживала адаптацию, привыкала к новому тренеру, подходу и условиям тренировок. В сезоне 2018-2019 она не смогла отобраться в финал Гран-при. На чемпионате России Медведева неудачно откатала короткую программу, заняв только 7-е итоговое место. Спортсменка была заявлена на ЧЕ 2019 только в качестве запасной. В финале Кубка России Женя боролась за право попасть на ЧМ 2019 в Японии. Фигуристка заняла первое место. При формировании сборной Российской Федерации для участия в чемпионате мира в Сайтаме ФФККР приняла решение отправить от России Евгению, а не Елизавету Туктамышеву, которая добилась в сезоне гораздо более высоких результатов. И это решение вызвало шквал критики. В мае 2019 года на чемпионате мира в Японии Жене наконец покорился пьедестал. После короткой программы она заняла 4-ю позицию, однако чисто откатав произвольную, Женя выиграла в итоге бронзовую медаль, а Алина Загитова впервые завоевала звание чемпионки мира. В сезоне 2019-2020 хореографами-постановщиками номеров для Евгении Медведевой стали Илья Авербух, Джеффри Баттл, Шелин Бурн. Для произвольной программы спортсменка выбрала образ гейши. В качестве музыкального сопровождения использовалась музыка из кинофильма «Мемуары гейши». Новые номера помогли фигуристке завоевать на канадском турнире Autumn Classic International, входящем в серию Challenger, второе место.
место. Осенние выступления на этапах Гран-при в Канаде и России не принесли Евгении высоких результатов, поэтому она не смогла отобраться в финал соревнования. В декабре состоялось выступление фигуристки на чемпионате России, который проходил в Красноярске. После короткой программы из-за поломки ботинка Медведева решила сняться с произвольной программы. Позднее чемпионка вышла на лед с показательным выступлением. По итогу состязания фигуристка не вошла в состав национальной сборной чемпионата Европы, который прошел в начале 2020 года в Граце. На персональном аккаунте в Инстаграме фигуристка анонсировала новую музыку для следующей произвольной программы. Ею стал трек «Цирк Дюселей». Ну а в марте 2020 года Евгения успела провести мастер-классы, семинары и показательные выступления в Мехико. Фигуристка активно осваивает новые горизонты для своего творчества. Вот уже несколько лет Евгения сотрудничает с ледовым шоу Ильи Авербуха, а в новогодние праздники 2020 года она исполнила роль девочки Дороти в ледовой сказке «Волшебник страны Оз». Накануне праздников спортсменка объявила о создании интернет-магазина «Евгения Медведева», где представлены товары разных категорий с оригинальным дизайном. Сегодня команда спортсменки активно развивает новый мерч, приумножая ассортимент интернет-магазина. Осень 2020-го оказалась также богата на сюрпризы. В сентябре стало известно, что Евгения приняла решение вернуться к бывшему тренеру Этери Тутберидзе и уже в начале 2021 года успела принять участие в Кубке Первого канала. Что же известно о личной жизни Евгении Медведевой? У девушки есть хобби, на которое остается не так уж и много времени. Она любит рисовать. Она утверждает, что если бы не фигурное катание, возможно, выбрала бы профессию визажиста. В повседневной одежде Медведева неприхотлива. Ее любимый стиль – casual, а фаворитами остаются джинсы. Ковбойские шляпы, толстовки на молнии, рубашки в клетку – все это присутствует в гардеробе чемпионки. Но она не забывает и о женственных платьях, качественной бижутерии и аксессуарах. Единственный минус роскошной одежды в том, что Евгении ее некуда носить. Девушка не посещает ночные клубы и шумные мероприятия. У Евгении есть собственная страничка в Инстаграме, где она выкладывает фото и видео выступлений из поездок по миру. Девушка является поклонницей культуры аниме и даже называет себя отаку. В стране восходящего солнца фигуристка неоднократно выступала в образе Сейлор Мун. Летом 2018 года в «Возлюбленные Евгении» записали бывшего солиста Непосед Кристиана Костова. Юноша участвовал в шоу «Голос дети», представлял Болгарию на Евровидении 2017. Молодые люди познакомились на передаче, посвященной этому песенному конкурсу. Позже Евгения и Кристиан сообщили, что являются друзьями. Интересные факты. Первые чемпионские коньки Медведевой размещены у нее дома на витрине под стеклом. Евгения Медведева не единственная спортсменка с таким именем в российском спорте. Ее полная тезка – лыжница, которая завоевала золото на Олимпиаде в Турине. Журнал Forbes представил рейтинг самых успешных знаменитостей России 2019 до 40 лет. Евгения Медведева заняла 40-е место, а ее состояние оценили в $700 тысяч. Спортсменам уровня Евгении Медведевой победы на соревнованиях приносят в сумме всего 17% от общей суммы заработка. Зарплата вообще почти не влияет на доходы таких фигуристов. Она составляет максимум 1%. Основными источниками являются участие в шоу и рекламные контракты. Каждый из них приносит по 40-45% от общей суммы заработка. За 2 золотые медали чемпионки мира Женя получила $90 тысяч. Еще $40 тысяч за 2 золота на Европе. 2 серебряные медали Олимпиады 2018 с учетом выплат от государства, спортклуба и городских властей 8 миллионов рублей. Плюс подарок от правительства России BMW X4, который она отдала маме. За свою недолгую карьеру Медведева успела выиграть 5 этапов Гран-при и 2 финала серии. Это еще $140 тысяч. Но надо учесть, что в фигурном катании есть негласное правило. Около 30% призовых спортсмены обычно отдают тренеру. Так что Этери Тутберидзе не зря сокрушалась, что Евгения от нее ушла. К 22 годам Медведева уже может считать себя завидной невестой. Тренировки в Канаде у Брайана Орсера фигуристка оплачивала сама, а вот расходы на ее проживание и авиаперелеты на соревнования взяла на себя наша федерация.
Добавим, что Медведева заключила ряд выгодных рекламных контрактов, например, с компаниями Nike, и снялась в рекламе шампуня Pantene Pro V, является официальным представителем японского производителя полезных напитков Rivalant и аниме-студии Aniplex. Обычно стоимость таких соглашений не разглашается, но она редко составляет меньше $50 тысяч. Чаще всего сотрудничество с профессиональным спортсменом включает в себя несколько мероприятий и фотосессий в год. Ее агент Ливан Матуа как-то признался, что подкинул Жене идею зарабатывать в соцсетях. Руководитель отдела онлайн Reputation Management компании по интернет-маркетингу Ingate Марина Толкунова назвала примерную стоимость одной подобной публикации. Рекламный пост у блогера с 50 тысячами подписчиков стоил от 300 тысяч рублей. От 500 тысяч рублей начинается цена поста у блогеров селебрити с 1,5 миллионами подписчиков. Если опираться на эти данные, то у Медведевой один пост может стоить примерно 40 тысяч рублей. При этом в отношениях с японскими рекламодателями на уступки по цене она не идет. В интервью Sport Business Online агент Ливан Матуа даже упоминал, что один рекламный пост для компании из страны восходящего солнца у Медведевой стоит дороже, чем у Ольги Бузовой с ее многомиллионным аккаунтом, то есть больше 500 тысяч рублей. А еще она неплохо зарабатывает в коммерческих ледовых шоу. В Японии, к примеру, за одно выступление получала $10 тысяч. Разумеется, фигуристке есть куда потратить эти деньги. Так, совсем недавно Евгения Медведева стала владелицей нового просторного кирпичного дома в подмосковном Одинцово. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запустите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!